Hey guys, I want to talk about something serious with you today. Today we are going to talk about what is going on in the United States right now. It is neither fun nor entertaining, but it is very important. Друзья, мы все иногда говорим какие-то неприятные вещи. Не из-за того, что мы злые люди, или из-за того, что мы расисты. Мы не знаем, как обсуждать какие-то чувствительные темы. Это просто не заложено в нас с рождения. Но мы точно можем расширять свой кругозор и учиться правильно подбирать слова. Потому что educating ourselves and others is very important. Именно об этом будет наше сегодняшнее видео. Как корректно говорить на английском на серьезные деликатные темы, вроде протестов в США. Делать это так, чтобы не провоцировать и не обижать людей. А еще сегодня разберем лексику, которая поможет вам получить новости о событиях в Америке от первоисточников. С вами Дэнни и онлайн-школа английского языка Skyeng. Небольшой контекст ситуации. Про что митинги? Во время полицейского задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Виновных в его смерти полицейских отстранили от службы, но не возбудили дело. И это спровоцировало митинги по всей стране. Полицейских арестовали и выдвинули обвинение в убийстве. Но это только один частный случай. Их было очень много. Очень много невинных людей. Можно сказать, что чаша просто переполнилась, и люди вышли на улицу, чтобы выступать против системного расизма. And this is the first phrase to remember. Systematic racism, или его еще называют institutional racism. This isn't just about calling someone racial slurs. This is about how the whole society operates. Это доступ к образованию, уровень зарплаты, найм на работу, возможность купить недвижимость в благополучных районах, and the list goes on and on and on. Когда люди сталкиваются со сложностями в этих базовых сферах жизни из-за цвета кожи, в этом проявляется системный расизм. И если захотите узнать больше, сейчас на экране появится несколько рекомендаций от меня, чтобы посмотреть на эту тему. Так вот, о протестах. В американских СМИ используют несколько слов сразу. Gathering, protest, demonstration. И это все вы можете сразу добавить в свой словарный запас, чтобы обсуждать происходящее. Это довольно нейтральные слова. Когда они используются сами по себе, они подразумевают скорее мирные протесты. Поэтому они часто встречаются вместе со словом peaceful. Соответственно, люди, которые протестуют, protesters или demonstrators. Не стригите всех под одну гребенку, как looters. Looters — это именно мародеры. CNBS и некоторые британские и австралийские издания используют в этом контексте слово riot. С ним надо быть осторожнее, потому что это ближе к беспорядкам. It means that people behave in a violent way. Если вы не уверены на 100%, что эти протесты не были мирными, лучше его не использовать, потому что это получается, что вы как-то перекручиваете ситуацию. А от консервативных СМИ, вроде Fox News, можно вообще услышать фразы deadly chaos или carnage. Я уверен, что не надо вам объяснять, что эти выражения очень эмоционально заряженные, они не деликатные, и так не стоит говорить вовсе. Если вы изучаете английский не только для того, чтобы смотреть сериалы в оригинале и читать The Washington Post, но еще общаться с иностранцами, в том числе на неоднозначные и серьезные темы, тогда присоединяйтесь к нашему марафону разговорного английского. Помимо подбора конкретных слов и выражений, вы получите советы, как справиться со страхом заговорить на английском, как лучше разбить лед, как быть тактичным в беседе и какие темы поднимать очень деликатно. Он длится всего 11 дней, и участие бесплатное. Плюс вы сможете принять участие в розыгрыше из 8 занятий. И вот первый совет, как звучать в английском тактично. В любой чувствительной ситуации использовать меньше сильнооценочных слов, вроде прилагательных awful, horrible, disgusting, если это описывает поступки или слова другого человека, если вы не знаете полного контекста ситуации. Только если это не какая-то универсальная человеческая мораль, конечно. Это вполне допустимо сказать, что it's awful that the president calls people thugs and incites violence. Или it's horrible that a black man was killed, like in this post. Это, кстати, отличный пример, как на смысл сказанного влияет не только выбор слов, а именно как вы их расставите в предложении. It's horrible that an innocent black man was killed, but we need to stop destroying property. Ужасно, конечно, что убили невинного человека, но надо прекратить уничтожать имущество. Теперь послушайте второй вариант.
те же слова, но другое построение предложения. It's horrible that property is being destroyed, but the killing of innocent black men needs to stop. Да, это ужасно, что происходит мародерство, но надо прекратить убивать невинных чернокожих людей. Слышите разницу? Набор одних и тех же слов, но кардинально разные точки зрения. Поэтому перед тем, как сказать или написать что-то в своих соцсетях, надо хорошо подумать, какой именно смысл вы вкладываете и как он меняется от перестановки слов. Как минимум, в конструкциях типа что-то там, but, что-то там, акцент и очень большая важность падает на вторую часть предложения. Это значит, что то, что происходит после but, для вас приоритет. Чем можно заменить слова вроде horrible или awful? Как минимум 3 хороших примера. Unacceptable – неприемлемый. Something is so bad that you think it shouldn't be allowed. Inadequate – ненадлежащий. Basically, not good enough. So you could say, for example, that the system is inadequate. Inequitable – несправедливый, неравноправный. Not fair, то есть not the same for everyone. Here's an example from Amazon's tweet. Безусловно, они тоже дают оценку происходящему, но они менее агрессивные. Тут еще очень интересная история со словом inequitable, точнее существительным, от которого оно образовано. Equity. На русский его зачастую переводят как равенство, равноправие или справедливость. Но в английском equality, equity и justice это все-таки не одно и то же. Поэтому я нашел для вас какие-то картинки, которые, как мне кажется, хорошо иллюстрируют разницу. Если перенести на ситуацию с яблоками, equality — это равное распределение ресурсов. 2 человека получили одинаковые лестницы, но это не значит, что они точно могут собрать одинаковое количество яблок. Equity — это когда людям дают ресурсы в зависимости от их ситуации. То есть, если вы ниже ростом, вам дадут лестницу побольше. Но опять же, это ничего не значит, потому что с вашей стороны яблони могут быть банально меньше яблок. Justice — это про идеальную систему, в которой у людей равные ресурсы и возможности. Так что в данной ситуации наиболее уместное слово justice. Люди хотят не равного отношения ко всем, а справедливого отношения к себе. Equality и даже equity в разговоре на тему протестов и в целом расизма может быть воспринято как microaggression. Что такое microaggression? Это когда вы сказали что-то безобидное или забавное, как вам кажется. Иногда это даже из лучших побуждений, а человека это задело. Вот, например, такой комплимент. You're so beautiful, I would never have guessed you're Asian. На самом деле это оскорбление, просто в обертке комплимента. В контексте нынешних событий тоже есть такие неоднозначные фразы. Вы подразумеваете искреннюю поддержку, а люди это воспринимают по-другому. Мы буквально недавно обсуждали эту тему с моей подругой Аманда, которая живет в Штатах. Что я буду вам это пересказывать, лучше просто посмотрите. My question for you is, like, what are some things, you know, in America, but like in your life that maybe you've had a conversation with someone where someone is trying to say the right things, trying to be supportive, and they don't think that they are saying something incorrect or offensive, but it comes off the wrong way, or it's completely counterproductive to the situation, something like that. So one of the main ones that comes to mind is I don't see color. Like, I always know that that's really well-intentioned, but it doesn't really mean anything because, of course, you see color. Right. And so it's not that, like, we don't want people to see color. We want you to be able to see color and that not affect how you treat people. And then if you say, you know, I don't see color, then you also don't see the patterns that happen because of the color of your skin. So I think that's a big one. It's like it always comes off well-intentioned, but it's not helpful in any way. Or we can talk about all lives matter, because obviously this is a very problematic phrase that I will preface this with, you know, like, I've had so many Russians ask me, like, what's wrong with that? All lives matter was a phrase that was created in direct response to Black Lives Matter. It's almost like a counter argument. And you wouldn't, you know, it seems counterintuitive. Like, of course, all lives do matter, right? And they do. But the fact is, when we say Black Lives Matter, it's about
putting Black people at the forefront because Black people are being disproportionately brutalized by police. So it's like saying if your house was on fire and then the fire department comes and they're like, oh, well, we're not going to put out the fire on your house with the water because all houses matter. Right. So it's like, it doesn't make sense. Sounds so stupid, yeah. Like not all of the houses are burning to the ground right now. So I need some extra attention so that my house and my livelihood and like everything that I built around me isn't destroyed. Right. So it's kind of like that same kind of feeling. It's like, we know that all lives matter, but all lives includes Black lives. Exactly. And all lives won't matter until Black lives do. Obviously, we are hearing so much about the protests in America right now. How are the protesters being described, like, by the media? So I think it's important to distinguish that, like, protesters do not, they refer to themselves differently as the media. So often, like, protesters, people who, like, go to the protest, they say, we are protesters, you know? But in the media, they're often called, like, thugs or rioters. Those are two big ones. It's very often not true because, like, you know, calling them thugs and rioters kind of like makes it seem like they're aggressive or like intentionally harmful. And for the most part, that's not true. Most Right. of the protests are completely peaceful. And there have actually been people who have been like infiltrating the protesters who are the ones that are like starting these riots and starting the looting. Like these are very often not the actual protesters. It's people who like come to these protests with the intention of starting something, of like inciting a riot or, you know, turning violent. That's another one. Another question, I don't think it's even another topic, but like, is there anything that you would like to add? I don't know, because I feel like we've covered everything that we had planned on covering. So if there's anything else you would just like to add to it? I don't know if I have anything like super profound, but It doesn't have to be profound. yeah, the thing that especially like when it comes to my white friends, like they'll ask me like, what can I do? And my first comment is always research. Like, do your research, like constantly. Like, you can never know enough about this. Like, I am a Black person living in America, and I still feel like I'm so lacking in a lot of the history and understanding of like how systemic racism is so insidious and everywhere, really. So just constantly do your research, consume as much as you can. We need to film us saying bye to each other. It's so awkward. I know. Bye. Bye. And finally, one last important word. White privilege. Привилегии белых. И как раз на тему All Lives Matter. Будучи белыми, нам очень сложно поставить себя на место человека другой расы и понять, с какими сложностями они сталкиваются, и почему в даже 2020 году наши жизни отличаются. Я не думаю, что буду когда-то ссылаться на TikTok во время разговора про расизм, но именно там завирусился челлендж Check Your Privilege. Есть 12 не очень приятных ситуаций, вроде выходил из лифта когда-нибудь человек, чтобы не ехать с вами, а люди загибают пальцы, если с ними такое случалось. Посмотрите, it's heartbreaking to watch, really. Еще больше слов и дополнительных выражений по теме можно найти в статье Skyeng Magazine. Ссылка на статью будет в описании, поэтому переходите по ссылке, сохраните это в закладке и читайте. You guys, we need to be aware of how we speak, what we say, and what we do. And I want to say thank you for being here with me today. С вами был Дэнни и онлайн-школа английского языка Skyeng. Love each other and have a good one.